Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 200 необычных фактов о морских животных, о которых нам не рассказывали в школе. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Начнем. 1. Яйцевые капсулы скатов похожи на мешочки, снабженные отростками, позволяющими прикреплять их ко дну. За странный вид их прозвали кошельком русалки и кошельком дьявола. 2. 54 миллиона лет назад анчоусы были крупными саблезубыми морскими хищниками. Они имели мощные асимметричные клыки и длину тела около метра. 3. В 2004 году стая дельфинов спасла 4 пловцов от нападения большой белой акулы. Они оградили людей плотным кольцом и удерживали его около 40 минут, пока акула не потеряла интерес и не уплыла. 4. Рыбы тоже кашляют. Они делают это для того, чтобы прочистить жабры от попавших туда частиц. 5. Зубы мегалодона, гигантской акулы, вымершей миллионы лет назад, были втрое крупнее зубов современной большой белой акулы. Самый большой из найденных зубов имел длину почти 18 сантиметров. Народы Западной Европы считали их окаменевшими языками древних змей. 6. Скелет ската не имеет костей, он состоит из хрящей, как человеческое ухо. Это позволяет плоскому телу ската быть очень гибким. 7. В центре Тихого океана есть регион, куда по неизвестным причинам ежегодно сплывается огромное количество больших белых акул. Ученые прозвали это место кафе «Белая акула». 8. Если вы напоите Данио и поместите пьяную рыбку в аквариум, трезвые Данио примут ее за своего лидера и будут всюду следовать за ней по аквариуму. 9. Когда наступает сезон размножения, морские коньки образуют пары. Самец и самка встречаются каждое утро и танцуют совместный танец, чтобы укрепить свою связь. Танцуя, коньки переплетаются хвостами и иногда меняют цвет. Морские коньки, как правило, моногамны. То есть имеют только одного полового партнера за свою жизнь, которая длится 4-5 лет. Более того, найдя партнера, они стараются больше с ним не расставаться и плавают, сцепившись хвостами. Со стороны пара таких коньков выглядит как счастливые муж и жена, которые прогуливаются, держась за руки. Но какова настоящая причина такого поведения? Эволюция наградила этих рыбок странным строением тела, похожим на фигуру шахматного коня. Не совсем понятно, в чем выгода подобного телосложения, возможно, оно удобно для вынашивания икры. Но плавают коньки, честно говоря, так себе. Они медленные и неуклюжие, им трудно лавировать, и если они не будут держаться друг за друга, вполне возможно, что течение разнесет их в разные стороны, и они больше не встретятся. Такая перспектива, вероятно, приводит рыбок в ужас. Вот почему они плавают, сцепившись хвостами. 10. Фонареглазы – рыбы, выглядящие как роботы. Их глаза светятся благодаря железам, наполненным светящимися бактериями. 11. Мексины – морские животные, у которых есть череп, но нет позвоночника. Они интересны своей способностью очень быстро выделять огромное количество слизи. Эта слизь, внешне похожая на слюну, появляется из слизистых желез по бокам тела мексины в количестве примерно чайной ложки, и менее чем через полсекунды ее становится в 10 тысяч раз больше. Слизь мексины – одно из самых удивительных изобретений природы. Она состоит из белковых нитей и невероятно прочная и эластичная. Даже акула не может справиться с мексиной. При попытке укусить ее, она мгновенно получает полный рот слизи, от которой не может избавиться. Через какое-то время акула погибает, а мексина пробирается в ее тело и поедает ее изнутри. На дне океана нередко можно увидеть скелет акулы или другой крупной хищной рыбы с толстой сытой мексиной, живущей внутри. 12.
В губную помаду и блеск для губ добавляют селедку. Точнее, экстракт из ее чешуи, гуанин, отвечающий за блеск. 13. Черные цапли, живущие в Африке, используют необычную стратегию для ловли рыбы. Они раскрывают крылья на манер зонтика над поверхностью воды и замирают, создавая тень, благодаря которой замечают рыбу и ловко выхватывают ее клювом. 14. Некоторые виды рыб-попугаев спят в коконе из слизи, выделяемой ими изо рта. Кокон нужен для защиты от паразитов. 15. Панцирь морского конька – это его скелет. 16. Акула – один из самых крупных хищников в океане, и у нее почти нет естественных врагов. Кроме касаток, которые охотятся даже на белых акул. В 1997 году в водах Калифорнии был интересный случай. Касатка напала на акулу, перевернула ее, а в этой позе акула впадает в тоническую неподвижность, затем убила ее. 17. От одного известного антидепрессанта рыбы становятся тревожными, антисоциальными и агрессивными. 18. Так сказать, уродливые рифовые рыбы вымирают быстрее остальных, потому что никто не стремится их защищать. Экологи обращают внимание, в основном, на симпатичных рыб с округлыми яркими телами. 19. Гренландская акула достигает половой зрелости в возрасте 150 лет. 20. Существуют пауки, питающиеся рыбой, они встречаются на всех континентах Земли, кроме Антарктиды. 21. Африканские рыбаки ловят черепах на рыб-прилипал, отпускают рыбу в воду с леской на хвосте, а после вытаскивают вместе с черепахой, к которой она прилипла. 22. В системы фильтрации сточных вод запускают форелей, потому что они наиболее чувствительны к загрязнению. Если в воде появляется токсичное вещество, эти рыбы погибают первыми. 23. Рыба-брызгун имеет удивительную способность охотиться за насекомыми, которых она сбивает с надводных растений или непосредственно в воздухе с помощью воды, выбрызгиваемой изо рта. Брызгуны держатся у поверхности воды и внимательно наблюдают за движущимися объектами в надводной среде. Увидев ползущее по ветвям дерева, кустарника или летящее насекомое, рыба подплывает к самому срезу воды, высовывает рыло на ее поверхность и метким плевком сбивает добычу в воду. 24. До 1960-х годов из голубого тунца, являющегося в наше время деликатесом, делали корм для кошек. Считалось, что по своим вкусовым качествам эта рыба в пищу людям не годится. 25. Не то чтобы золотые рыбки были самогонщицами или занимались домашним пивоварением, но тем не менее они каким-то образом выделяют в окружающую среду чистый этанол, и ученые долго не могли понять, как и зачем они это делают. Эта способность есть и у родственника золотой рыбки, дикого карася. И тот, и другой вид часто живет в условиях, мало подходящих для нормальной жизни, а именно на дне замерзших озер и рек, а также в загрязненных водоемах, где другим рыбам не хватает кислорода. Золотые рыбки же прекрасно себя чувствуют в грязных, редко очищаемых аквариумах. Обычно животное в условиях нехватки кислорода начинает накапливать в мышечных тканях молочную кислоту. У карасевых рыб на этот случай имеется запасной набор белков в мышцах, превращающий молочную кислоту в этанол для предотвращения наступления лактоацидоза, то есть повышения уровня молочной кислоты в крови до смертельно опасного. За долгие зимние месяцы, плавая под толстой коркой льда в условиях острого кислородного дефицита, карась накапливает столько спирта в крови, что его концентрация может достигать более 50 мг на 100 мл. Эта способность превратила карасевых рыб, в том числе золотых рыбок, в эволюционных гениев, способных выживать в экстремальных условиях. Даже с хозяевами, которым вечно лень и некогда почистить аквариум, они чувствуют себя прекрасно.
ну и может быть слегка навеселе. 26. У некоторых земноводных, рептилий, рыб и миног есть третий глаз, который распознает интенсивность света, но не дает изображения. 27. Вероятность, что вас укусит Луис Суарес, если вы сыграете против него в футбольном матче, втрое выше вероятности, что вас укусит акула. 28. Спаси свою шкуру, подставь другого. Таким принципом руководствуются эгоистичные рыбки-остеанаксы. Если в поле их зрения попадает хищник, они стремятся подставить кого-то из своих собратьев. В ходе экспериментов над группой из 8 особей рыбы, завидев имитацию хищника, выбирали одну из группы в качестве жертвы, осыпали ударами и стремились как можно скорее уплыть. 29. Беременность плащеносной акулы длится 3,5 года, это самый длительный срок, известный среди позвоночных. 30. Акулы вида глазчатая кошачья акула могут, так сказать, ходить на плавниках и подолгу обходиться без кислорода. Если отлив оставит акулу на берегу, она в состоянии самостоятельно добраться до воды и вернуться в океан. 31. Палтус рождается с глазами по обе стороны головы, но левый глаз постепенно переползает на правую сторону рыбы, поскольку кости слева растут у нее быстрее, чем справа. 32. Глаза китовых акул покрыты крохотными зубами. На каждой глазнице до 3000 зубчиков. 33. Все рыбы-клоуны рождаются самцами. В группе самцов живет всего одна самка, и она спаривается только с одним из самцов. Когда она умирает, ее супруг превращается в самку, это изменение необратимо. 34. Самовида Сарабимиш диспланисепс, обитающего в Южной Америке, прозвали дровяным самом, так как из-за невысокой питательной ценности местные жители используют этих рыб засушенными в качестве дров. 35. Рыбы, крысы, мыши, птицы, обезьяны, включая приматов, предпочитают приложить усилия, чтобы получить пищу, чем получить ее бесплатно. Такое поведение называется контрафрилоадинг. 36. У глубоководной рыбы Экенсанес арметус наименьшее отношение массы мозга к массе тела из всех позвоночных. 37. В период икрометания лосось становится легкой добычей. В старину такого лосося называли лох. 38. Если акула съест что-то, что ей не понравится, она может просто вывернуть желудок наружу через пасть, чтобы ополоснуть его изнутри. 39. Индейцы Кутинай ежегодно собирают осетровую икру на миллионы долларов, выращивают молоть и бросают ее обратно в реки, спасая популяцию белых осетров, которых они считают священными посланниками. 40. Из более чем 400 видов акул только тигровая песчаная акула может пукать. 41. Эстроген из противозачаточных таблеток может вместе с отходами попадать в сточные воды и затем в водоемы, в результате чего самцы некоторых видов рыб становятся феминизированными и начинают производить икру. 42. В устье реки Темзы, протекающей через Лондон, обитает как минимум 5 видов акул, причем один из них ядовит. 43. Рыбы могут крякать, кудахтать, каркать, стучать, щебетать и пищать. Звуки возникают при колебании стенок плавательного пузыря, при скрежетании зубами или при трении жаберных пластинок друг о друга. 44. Пресноводные мидии, которых мы едим, начинают свою жизнь как паразиты глохидии, прикрепляющиеся к жабрам рыб. 45. 80% из почти 4000 видов животных, населяющих Байкал, больше нигде в мире не встречаются. 46. Некоторые аквариумные рыбки искусственно окрашены, для этого используются красители, лазерные тату, гормональные изменения и даже генетическая модификация. 47.
Хеннегия салминоле – 8-миллиметровый рыбный паразит, единственное известное животное, которому для жизни не нужен кислород. 48. У рыб из рода крокодиловых белокровок нет красных кровяных телец. Это единственный известный род позвоночных с прозрачной, бесцветной кровью, а еще у них длинные морды, как у крокодилов. 49. Акулы древнее деревьев. Они появились на Земле не менее 400 миллионов лет назад, а деревья только 350 миллионов лет назад. 50. Дельфины ловят кайф, посасывая рыбу-фугу, выделяющую токсин. Они передают ее по кругу, а потом плавают прямо под поверхностью воды, разглядывая собственные отражения. 51. Как рыба попадает из одного изолированного пруда в другой? Например, при помощи икры, которая прилипает к ногам водоплавающих птиц. Также икра некоторых рыб может остаться живой после попадания в пищеварительную систему водоплавающих птиц. Съеденные икринки проходят через тело птицы и выходят естественным путем. Эта особенность объясняет, как рыба попадает в изолированные водоемы, озера, пруды и тому подобное, в которых раньше не водилось. 52. Более 95% лососей, выращиваемых на фермах, глухие. Основная причина заключается в веществе, добавляемом в воду для ускорения роста рыбы. 53. Коровы опаснее акул. Исследование 2012 года показало, что крупный рогатый скот убивает, в среднем, 22 человека в год. Чаще всего в результате несчастного случая от нападений акул гибнет только 6 человек ежегодно. 54. Скаты не могут видеть, что едят, так как рот у них находится с одной стороны тела, а глаза – с другой. 55. Ученые нашли акул, живущих в жерле подводного вулкана. К сожалению, в жерле слишком горячо, чтобы подобраться к этим акулам и изучить их. 56. Сельди обладают хорошим слухом и общаются друг с другом при помощи пуканья. 57. Поле зрения акулы-молота 360 градусов по вертикали, что позволяет ей видеть все, что происходит и под ней, и над ней. 58. Занятие любовью было, так сказать, изобретено доисторическими рыбами на территории современной Шотландии 385 миллионов лет назад. 59. Самец бойцовой рыбки, Betta splendens, строит на поверхности воды пенное гнездо из пузырьков воздуха. Во время нереста рыбки собирают опускающиеся на дно икринки и проталкивают их в гнездо. Такие гнезда, сохраняя плавучесть, удерживают яйца на поверхности воды, обеспечивая необходимое количество кислорода и тепла для выживания и вылупления потомства. 60. Пираньи редко нападают на людей и вовсе не безумно агрессивны. Эти рыбки нападают на существ крупнее себя только в том случае, если опасаются за свою икру и пытаются защитить потомство. Кроме того, укус пираньи не смертелен. 61. Существует 3 разных вида морских животных, называемых зайцами: морской заяц-рыба, морской заяц-моллюск и морской заяц-тюлень. 62. В Индонезии для очистки септических резервуаров используются сомы. 63. Гренландские полярные акулы очень медлительны, их средняя скорость составляет всего 1,6 км в час, но они все равно умудряются охотиться на тюленей, которые передвигаются гораздо быстрее. 64. Чтобы получить лицензию на приготовление смертельно ядовитого блюда рыбы-фугу, повара учатся 2-3 года на специальных курсах, так как яд иглобрюхих, тетродотоксин, в 1200 раз смертоноснее цианида, и от него не существует противоядия. Единственный способ спасти человека, отравившегося фугу, искусственно поддерживать работу его дыхательной и кровеносной систем до тех пор, пока яд не метаболизируется организмом.
65. В XIX веке японцы создавали поддельных русалок на продажу западным туристам. В 1810 году голландские путешественники привезли из Японии русалку Фиджи, сделанную, по мнению экспертов, из тела орангутана и хвоста лосося. 66. У рыбы фугу очень необычный скелет, позволяющий ей раздуваться, как шар. 67. Около 19 миллионов лет назад в океане случилось что-то страшное, в результате чего погибло 90% живших в нем акул. 68. Продолжительность жизни гренландской полярной акулы составляет минимум 272 года, что делает ее самым долгоживущим позвоночным. 69. Самки удильщика были обнаружены и изучены в 1833 году, но еще почти сотню лет никто не знал, как выглядят самцы, пока кто-то из биологов не понял, что маленькие рыбки, висящие на самках, это и есть самцы, а не детеныши, как считалось ранее. 70. Личинка угря настолько не похожа на взрослую особь, что некоторое время считалась отдельным видом. Ей даже дали название лептоцефал. Оказалось, что лептоцефал не животное, а стадия развития, причем не только угря, но и некоторых других видов рыб. 71. Если выпустить золотую рыбку в естественную среду, она может вырасти до 45 сантиметров, длиной и массой более килограмма. Рыболовная служба Миннесоты, США, выловила 28 таких рыбок из озера Келлер и попросила жителей больше не выпускать золотых рыбок в реки и озера, так как они вредят экосистеме. 72. В несчастных случаях во время попытки сделать селфи погибает больше людей, чем от нападения акул. 73. Зубы – это не кости, а эволюционировавшая рыбья чешуя. Во время ранней эволюции челюстных позвоночных дермальные дентикулы были перенесены из шкур примитивных рыб в их рот. В последующие тысячелетия из крошечных придатков развились рвущие плоть 15-сантиметровые зубы динозавров, а миллионы лет спустя – зубы современных животных и человека. 74. Существуют крошечные акулы, умещающиеся в ладони. 75. Рыбы тоже могут впадать в депрессию. Ученые проводят исследования на депрессивных рыбках Данио, чтобы найти способы лечения людей, страдающих этим заболеванием. Нейрохимия человека и рыб настолько похожа, что это пугает, говорит профессор биологии Джулиан Питтман. 76. Рыбка-чистильщик вида Lebroids dimidiatus удаляет паразитов и омертвевшие клетки с тел других рыб, специально приплывающих к ней для этого. Димедиатус питается не паразитами, а кожной слизью рыб. Однако рыбка знает, что если будет просто съедать слизь, другие рыбы к ней не приплывут. Поэтому маленький косметолог сначала проводит сеанс чистки и только потом, когда клиент возвращается на повторный осмотр, объедает слизь. За день рыбка успевает провести до 3000 таких процедур. 77. Для съемок фильма «Челюсти» Стивен Спилберг хотел построить реалистичную механическую акулу, но модель постоянно ломалась и к тому же дорого обходилась, поэтому режиссеру пришлось изобрести бюджетное решение – снимать сцены нападений с точки зрения акулы. Этот ход оказался очень удачным и придал фильму реалистичности, сделав его страшным и впечатляющим. 78. У человека и остальных млекопитающих есть возвратный гортанный нерв в виде длинной петли, соединяющей мозг и гортань. По идее, этот нерв мог бы пролегать напрямую и быть гораздо короче, ведь между гортанью и мозгом всего несколько сантиметров расстояния, но он был унаследован нами от рыб, у которых нет шеи, и возвратный гортанный нерв идет по оптимальной траектории. 79. В 2006 году экспедиция по изучению небольшой цепи подводных вулканов в Марианской дуге между Гуамом и Японией
сделала несколько удивительных открытий. Одной из наиболее интересных находок стал бассейн расплавленной серы, рассеянный по всей области. В этом негостеприимном месте температура достигает 180 градусов Цельсия, извергается сера и токсичные тяжелые металлы. Но именно это место любит вид рыб под названием морской язык. Оказалось, что эти плоские, как камбалы рыбы, процветают в этой среде. Плотность населения рыб здесь в 100 раз больше, чем обычно на континентальном шельфе. Так что же стало причиной такого процветания этих странных рыб? Ученые пока не знают. И никто не знает, как рыбы могут жить прямо у бассейна кипящей ядовитой серы. Более того, некоторых рыб видели лежащими прямо в этом бассейне, просто плавающими по поверхности котла кипящей серы, как ни в чем не бывало. Вот так то, что вы назвали бы адом, морские языки называют своим домом. 80. Азиатские кошачьи акулы плохо плавают, зато неплохо ходят по суше. Используя свои специально приспособленные плавники, акулы передвигаются по рифам, порой полностью выходя при этом из воды. Невероятно милые зверушки, более похожие на гекконов, чем на акул, описал их эколог Марк Эрдман. Они неважные пловцы и проводят всю жизнь на родных рифах. 81. Паразит проникает через жабры и прикрепляется к основанию языка пятнистого розового люциана. Он высасывает кровь с помощью когтей в своей передней части, что приводит к атрофии языка из-за недостатка крови. После этого паразит заменяет язык рыбы, прикрепляя собственное тело к мышцам культи языка. Рыба может использовать паразита так же, как и нормальный язык. По всей видимости, паразит не причиняет иного ущерба хозяину. Когда Симатхоя яксигуэ заменяет собой язык, некоторые паразиты питаются кровью хозяина, но большинство – слизью рыбы. Это единственный известный случай, когда паразит функционально замещает собой орган хозяина. В настоящее время считается, что Симатхоя яксигуэ безопасен для человека. Однако есть опасность быть укушенным в случае поимки живого паразита. Существует много видов симатхоя, но только о Симатхоя яксигуэ известно, что он съедает и замещает собой язык хозяина. 82. В период размножения самка морского конька подплывает к самцу и с помощью похожего на сосок придатка вводит яйца в специальную камеру в виде мешка на животе самца. Выводковая сумка самца, этот самый мешок, опутана сетью кровеносных сосудов, и зародыши могут извлекать из крови отца необходимые им питательные вещества. Когда из икринок выходят мальки, они сами прорывают сумку изнутри. 83. Существует рыба, которая называется старая жена. Необычное название она получила за то, что когда ее ловят и вытаскивают на сушу, рыба ворчит и скрипит челюстью. 84. У Мигеля Уотсона, электрического угля, живущего в Техническом университете Теннесси, есть аккаунт в Твиттере, куда отправляются сообщения всякий раз, когда Мигель производит особенно сильный разряд. 85. Геликоприоны – ископаемые рыбы, имевшие странную зубную спираль на нижней челюсти, одни из самых загадочных окаменелостей пермского периода. 294-283,5 миллиона лет назад. 86. В основном акулы передвигаются с крейсерской скоростью примерно 8 км в час. Но при охоте или нападении среднестатистическая акула ускоряется до 19 км в час. Акула мако способна разгоняться до скорости 50 км в час. Белая акула также способна к подобным рывкам. Такие исключения возможны благодаря теплокровности этих видов. 87. Акулы реже нападают на одетого человека. Теоретики советуют, попав одетым в воду, не раздеваться и ботинок не снимать. Хотя в таком случае можно быстро утонуть. 88. В зависимости от вида, в пасти акулы может быть от 30 до 400 зубов, и расположены они в несколько рядов.
Сила сжатия челюстей 4-метровой акулы – 20 килоньютонов. 89. Австралия – одна из самых безопасных стран мира, несмотря на акул, змей и пауков. Несмотря на репутацию места, населенного опаснейшими животными, Австралия – одна из самых безопасных стран для жизни. В среднем всего 2 человека в год умирают от укусов змей, 1 от нападения акулы и 0 из-за пауков, 1 смерть за 37 лет. 90. Существует рыба-коробка. Еще ее называют кузовок-кубик. Странная форма этой рыбы объясняется наличием у нее внутреннего панциря. 91. У пираний есть запасной ряд зубов. Когда пираньи сбрасывают старые зубы, из челюсти тут же появляются новые. 92. Новорожденные акулята уплывают от мамы, чтобы она их не съела. Акул не просто так считают очень кровожадными существами, они запросто могут съесть как чужих, так и собственных детенышей, если те подвернутся под руку, когда мамочка голодна. 93. Существует теплокровная рыба. Пока нам известен только один вид рыб, способный регулировать температуру тела. У красноперого опоха, огромной рыбины, достигающей 2 метров в длину и 100 килограмм веса. Температура тела на 5 градусов выше температуры окружающей среды. 94. Согласно исследованию 2012 года, эмаль на наших зубах такая же твердая, как эмалевое покрытие зубов акулы. И те, и другие зубы состоят из минеральных кристаллов, связанных с белками, которые предотвращают их разрушение, как наших, так и акульих, под внезапным воздействием. 95. Нетопырь Дарвина всегда элегантен, окрас этой рыбы создает иллюзию ярко накрашенного рта. Рыба при помаде – незабываемое зрелище. 96. Оказывается, рыбья кожа – прекрасный медицинский препарат для заживления ожогов. А главное, полностью натуральный. В отсутствие актуальных перевязочных средств врачи небогатых больниц Бразилии накладывают кожу тилапии для перевязки и лечения ожогов 2 и 3 степени. Рыбья кожа сокращает время заживления, снимает боль и помогает формированию рубцов из-за большого количества в ней коллагена. В 2018 году ученые из Сингапура также сообщили о результатах своего исследования, в ходе которого было доказано, что коллаген из кожи рыб помогает заживлять раны. 97. Способность акул улавливать мельчайшие оттенки запахов на огромном расстоянии широко известна. Говорят, они способны уловить запах крови в десятки километров от его источника. Исследование 2010 года расширило наши представления об этой уникальной способности. Исследователи обнаружили, что акулы отмечают крошечные промежутки во времени, например, время, требуемое, чтобы запах от одной ноздри добрался до другой, и таким образом безошибочно определяют направление движения молекул, несущих этот запах. После чего акула мгновенно разворачивается в нужном направлении и отправляется на поиск источника аппетитного аромата, чтобы превратить его в свой обед. 98. Имитация крабового мяса на упаковке крабовых палочек обычно обозначается кратким загадочным словом «суриме». Но что это значит? Это вид рыбы? Нет. Суриме – это, фактически, рыбная паста из разных видов белой рыбы, изначально придуманная, чтобы куда-то девать остатки рыбы после приготовления других блюд. В Японии суриме – популярное блюдо, известное уже около 900 лет. Из него делают котлеты, колбаски и тому подобное. Готовят суриме так: белую рыбу замораживают, перемалывают и отжимают в центрифуге. Получается паста молочно-белого цвета без выраженных запаха и вкуса, по своим свойствам похожая на глину. Из нее можно вылепить что угодно, и она хорошо держит форму. К сожалению, при промышленном производстве в суриме часто добавляют такие, так сказать, посторонние ингредиенты, как яичный белок и крахмал, а также ароматизаторы и консерванты.
В натуральной пасте сурими гораздо больше белка и меньше натрия и сахара, чем в имитации крабовых палочек. При помощи сурими можно имитировать не только крабовые палочки и мясо краба. Например, вы могли встречать в продаже крупные яркие маринованные креветки, состоящие из сурими. 99. Создатели чудовища из фильма «Чужой», кажется, выудили его образ не из собственных ночных кошмаров. Подобное строение ужасных челюстей встречается в природе. Например, так выглядит челюсть мурены. Мурена – это рыба из семейства угревых, в длину вырастает до 1,5 метров, а весить может до 50 килограммов. На вид мурена неприятная, но так кажется только до тех пор, пока вам не станет известно о строении ее челюстей. После этого она становится поистине ужасной. Все дело в том, что она имеет не 2 челюсти, как у всех, а целых 4. Вторая пара находится прямо в пищеводе. Они называются фарингеальными или глоточными. Обычно рыбы охотятся посредством всасывания своей жертвы. Когда тот, кого рыба хочет съесть, оказывается достаточно близко, хищник в прямом смысле втягивает его в себя. Понятно, что таким образом можно съесть только того, кто пройдет в пасть. Мурену такое положение вещей не устраивало, и в ходе эволюции у нее образовалась эта вторая челюсть. Когда рядом с муреной появляется ее потенциальная добыча, из глотки выбрасывается вторая пара челюстей не так далеко, как в фильме «Чужой», но достаточно для того, чтобы намертво схватить добычу. Таким образом, жертва сразу помещается в пищевод. Любопытно, что выдвигают глоточные челюсти мышцы, ранее ответственные за движение грудных плавников. Последние в процессе эволюции исчезли. Долгое время об этом способе охоты у мурен не было ничего известно, затем люди заинтересовались, почему добыча, схваченная муреной, исчезает в ее пасти мгновенно. Они стали многократно снимать момент поимки жертвы на видео. И при детальном замедленном рассмотрении стал очевиден секрет глоточных челюстей мурены. Кстати, человека эта хищная и опасная рыба может очень сильно искусать, поэтому будьте осторожны, купаясь в местах ее обитания. 100. Киты не пьют воду. Они получают ее из пищи в ходе метаболизма. А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео, и только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти 2 пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключение этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. А теперь продолжаем. 101. В южной части Тихого океана живет необычный вид ракообразных. В отличие от своих сородичей крабов, он покрыт мехом. Длинные шелковистые волоски покрывают его лапы, особенно переднюю пару. Существо было обнаружено в 2005 году американской глубоководной экспедицией на глубине 2300 метров. Его размер составляет около 15 сантиметров, оно слепо и вместо глаз у него рудиментарная мембрана. Необычная мохнатость, поразившая исследователей, послужила причиной того, что существо в шутку называли йети-крабом. Чуть позже он получил официальное название – киуахерса. Поскольку йети-краб не принадлежит ни к одному известному ныне виду ракообразных, ученые отнесли его к новому семейству киоиде.
Это название образовано от имени богини Кивы, покровительницы ракообразных в полинезийской мифологии. Более всего, по словам Мишеля Сиганзака из Французского института изучения и освоения океана, ученых удивили волнистые волоски, покрывающие конечности животного. Предназначение этого меха пока не ясно. Среди волосков биологи обнаружили особый вид бактерий. Мы же считаем, что йети-краб поступил разумно, покрывшись мехом в процессе эволюции. По крайней мере, на него не будут охотиться так же безжалостно, как на его обычных сородичей. Ведь при одном взгляде на него пропадет любой аппетит. 102. Киты общаются при помощи особых звуков, неразличимых человеческим ухом. Но ученые могут их слышать при помощи специальной аппаратуры. Так они и обнаружили, что киты, обитающие на Карибах, имеют своеобразный региональный акцент. 103. В 2006 году самый высокий человек в мире спас 2 дельфинов. Он засунул свои очень длинные руки им в желудки и вытащил пластик, который не удавалось добыть никакими инструментами. 104. Во время эксперимента НАСА-дельфин по имени Питер влюбился в свою наставницу Маргарет Хоу Ловат, а после того, как их разлучили, умер, перестав дышать. Дельфины дышат сознательно, а не автоматически, как мы. 105. От 70 до 95% людей – правши, но среди дельфинов афалин это число еще выше. Правши составляют 99,5% от всех особей. 106. У китов есть рудименты тазовых костей, а в редких случаях они даже рождаются с недоразвитыми задними конечностями. 107. Киты прославились своими мелодичными и повторяющимися звуками, напоминающими человеческие песни. Особенно выразительными и тщательно изученными являются песни горбатых китов. Исследователи обнаружили, что самцы в одной популяции исполняют одну и ту же песню, но с течением времени она меняется. Замечательно, что некоторые песни могут быть заимствованы китами из других популяций, что позволяет им распространяться на тысячи километров в океане, подобно поп-музыкальным хитам. 108. Несмотря на то, что пасть синего кита настолько огромна, что может вместить 100 человек, кит не может проглотить ничего крупнее баскетбольного мяча, так как его горло слишком узкое. Глотка синего кита, самого большого животного на Земле, имеет диаметр всего 10-20 сантиметров. 109. У дельфинов, касаток и кашалотов нет обоняния. 110. У китов в передних плавниках есть пальцы. 111. Дельфины рождаются с усами, но с возрастом усы исчезают. 112. Молоко дельфина является самым жирным и калорийным среди всех млекопитающих. 113. Калифорнийская морская свинья, самая маленькая китообразная на планете, до 150 сантиметров в длину. На 2023 год, по оценкам ученых, этих животных на планете осталось менее 10 особей. 114. Коровы эволюционно ближе к дельфинам, чем к лошадям. 115. В 1987 году дельфин, умеющий ходить на хвосте, популярный трюк на шоу в аквапарках, обучил ему своих диких собратьев, и несколько лет вся колония развлекалась в море, подпрыгивая и прохаживаясь на хвостах. 116. Пульс синего кита впервые смогли измерить в 2019 году. Он составляет всего 2 удара в минуту, поднимаясь до 37 ударов, когда кит всплывает на поверхность. 117. Синий кит, самое большое животное на Земле, происходит от пакицетов, ныне вымерших хищных млекопитающих, обитавших примерно 50 миллионов лет назад. Это было четвероногое земноводное животное с крохотными копытцами на ногах. Его лодыжечные кости напоминали свиные и овечьи, а череп выглядел примерно так же, как у китообразных.
Уши и зубы пакицетов тоже похожи на аналогичные органы у ископаемых китов. 118. Олени и киты с точки зрения генетики и биологии ближе друг к другу, чем олени и лошади. Олени и киты входят в отряд китопарнокопытных, а лошади – непарнокопытные. 119. Возраст синего кита определяется по его ушной сере. Она накапливается сезонными циклами, так же как, например, кольца в стволе дерева. 120. Кашалоты спят в вертикальном положении. 121. Китовое молоко по консистенции, как зубная паста. 122. До 2016 года считалось, что дельфины не могут дышать ртом, пока дельфин с поврежденным органом дыхания не опроверг это предположение, успешно научившись дышать ртом. 123. У дельфинов есть общий предок с бегемотами и верблюдами – амбулацет. В 1998 году ученые исследовали его скелет и пришли к выводу, что амбулацет – переходное звено между китообразными и парнокопытными. Поэтому, согласно научной классификации, дельфины принадлежат к семейству дельфиновых отряда китопарнокопытные. 124. Вибрация от эхолокации кашалотов распространяется на тысячи километров. Некоторые исследователи считают, что именно так общаются друг с другом кашалоты, находящиеся на разных концах планеты. Если оказаться слишком близко к кашалоту, воздействие вибрации может привести к параличу и даже к летальному исходу. 125. Около 90% веса головы кашалота приходится на спермацетовый мешок, уникальное образование, встречающееся только у китообразных. Мешок наполнен спермацетом, воскоподобным веществом, широко применявшимся во времена массового китобойного промысла в XVIII веке. Из него, например, делали свечи и крема. Спермацетовый мешок, по мнению ученых, нужен кашалотам для придания направления звуковым волнам в процессе эхолокации. 126. Синий кит мог бы быть самым большим существом из когда-либо существовавших на Земле. Синие киты крупнее самых огромных динозавров и больше всех известных нам морских существ прошлого. О том, какое существо действительно самое большое на Земле, вы можете узнать из нашего предыдущего видео «100 ложных фактов», в которые все верят. 127. Кашалоты используют нянь для присмотра за молодью. Молодые особи кашалотов не способны погружаться на такую глубину, как их матери. Поэтому, когда мамочки отправляются на охоту в глубины, за малышами и молодежью ради их безопасности присматривают другие взрослые кашалоты. 128. Дельфин – млекопитающее, а не рыба, и для жизни ему необходимо вдыхать воздух, он не может постоянно находиться в воде. Однако у дельфинов очень нежная кожа, которую долгое пребывание на воздухе может повредить. Как же в таком случае дельфину спать, ведь сон ему необходим, как и всем живым существам? Природа решила этот вопрос весьма оригинально. Полушария мозга дельфина спят по очереди, позволяя ему совершать определенные действия, например, подплывать к поверхности воды и вдыхать, не прерывая сна. Дельфин может даже выпрыгивать из воды, спя, для того, чтобы механизм переключения между полушариями работал без сбоев. У дельфинов имеется нечто вроде маленького мозга-переходника, который управляет этой системой. 129. Известно, что все британские лебеди считаются личной собственностью королевы или короля, но помимо них она или он владеют всеми местными дельфинами и китами, которых поэтому называют королевскими рыбами, хотя это и не рыбы вовсе, а млекопитающие. 130. Так как киты относятся к отряду парнокопытных, их детенышей зоологи называют телятами. 131. Синие киты способны загореть, их кожа заметно темнеет, если они проводят у поверхности воды много времени, не опускаясь на глубину. 132.
Киты и дельфины, как и попугаи и люди, способны научиться воспроизводить звуки, просто слушая их. Например, одна касатка научилась произносить такие слова, как «привет» и «пока-пока» на английском языке, «хай» и «бай-бай». 133. Касатка через «о» и касатка через «а» – разные виды животных. Касатки через «о» относятся к дельфинам, а касатки через «а» – к ласточкам. 134. В 1985 году дельфин Афалина и дельфин-касатка произвели на свет потомство Вольфина кикаймалу. Обычно такие гибриды рождаются бесплодными, однако Вольфин кикаймалу смог произвести на свет 3 детенышей в паре с Афалиной. Это единственный известный науке случай размножения вольфинов. 135. Кит, которого прозвали 52-герцовым, является настоящей звездой среди себе подобных. Мало о каком обитателе океана столько писали за последние 10 лет, а все из-за его уникального голоса. Он, в отличие от своих сородичей, поет на частоте 52 Гц. И это гораздо более высокая частота, чем у синих китов – 15-20 Гц и у финвалов – 20 Гц, гибридом которых, вероятно, является знаменитый кит. Впервые пение этого кита на частоте 52 Гц было зарегистрировано в 1989 году, и его продолжают регистрировать до сих пор. А в связи с тем, что в месте обитания этого кита был зафиксирован лишь один подобный источник звуков, исследователи сделали вывод, что 52-герцовый кит невероятно одинок, ведь он не получает ответа на свои призывные песни. Но так ли это? Нейробиолог Кристофер Кларк полагает, что самый одинокий кит в мире вовсе не одинок, потому что его могут слышать другие киты, особенно финвалы, синие и горбатые киты. Но его пение их не привлекает, поэтому они, наверное, считают его странным и не хотят общаться. У китов есть свои особые диалекты пения, отличающиеся в зависимости от места обитания. Так что 52-герцовый кит, возможно, просто общается на непонятном другим китам, живущим рядом с ним, диалекте. В 2010 году у берегов Калифорнии 2 находящимися далеко друг от друга сенсорами были зафиксированы подводные сигналы, схожие с сигналами 52-герцового кита. Это позволило предположить, что пение исходило не от одной особи кита, а от 2 или более, так что вполне вероятно, что кит со странным голосом наконец нашел себе подобных и больше не одинок. 136. Наутилус помпилиус – это головоногий моллюск, живущий на планете уже как минимум 500 миллионов лет, то есть со времен Кембрийского периода. В те времена на Земле еще не существовало жизни на суше. 137. Слово «сепия» происходит от древнегреческого названия «каракатиц» – «сепия». Чернила каракатиц имеют красивый коричневый тон, высоко ценимый художниками. 138. Осьминогов многие зоопсихологи считают самыми умными среди всех беспозвоночных по многим показателям. Они поддаются дрессировке, имеют хорошую память, различают геометрические фигуры, маленький квадрат отличают от более крупного. Прямоугольник, поставленный вертикально, от прямоугольника, поставленного горизонтально. Круг от квадрата, ромб от треугольника. Узнают людей, привыкают к тем, кто их кормит. Если проводить с осьминогом достаточно времени, он становится ручным. Прекрасно обучаемы. 139. Морской шелк – одна из самых редких тканей в мире, производится из выделений моллюсков, при помощи которых они прикрепляются к скалам или дну водоемов. Этот шелк более тонкий, легкий и гладкий, чем обычный. 140. Омары не стареют, они не теряют силу, не перестают размножаться, их метаболизм не снижается. Из-за линьки возраст омара определить очень сложно. Омары продолжают расти с каждой линькой, пока не погибнут. 141. Бывают улитки с волосатыми раковинами. Такая особенность помогает им лучше прилипать ко влажным поверхностям, например, к листьям. 142.
Самки тремохтопуса, род головоногих моллюсков, могут достигать 2 метра в длину, а самцы – всего 2,4 сантиметра. 143. У коз и овец зрачки прямоугольной формы, а у каракатиц – W-образный. 144. Хисториц – это вид кальмара, прозванного косоглазым за интересную особенность – его глаза разного размера и цвета. Один – маленький синий, а второй – большой, желтый и выпученный. Маленький глаз обращен вниз и помогает кальмару улавливать свечение мелких морских животных, которыми он питается, а второй смотрит наверх, где в лучах солнца замечает тени крупных хищников, от которых лучше держаться подальше. 145. Слизни – самые зубастые существа на Земле, количество их зубов может достигать 75 тысяч. 146. В 1960-х годах в США было очень популярно единоборство с осьминогами. Ныряльщику нужно было на небольшой глубине схватить осьминога и вытащить его на берег. Победителем становился тот, кто вытаскивал на сушу самого крупного осьминога. 147. Самый крупный краб на планете, японский краб-паук, при весе 16-20 килограммов, имеет конечности 4-метровой длины, что выглядит жутко. Инопланетно. Краб-паук еще и живет целый век, что представляет собой рекорд продолжительности жизни среди крабов. 148. Современные зоологи считают, что осьминоги, вероятнее всего, разумны, то есть обладают интеллектом. 149. У осьминогов есть ноги, современная биология делит их 8 щупалец на 2 ноги и 6 рук. 150. Самые большие в животном мире глаза до 30 сантиметров в диаметре у гигантского кальмара. 151. Один из распространенных сюжетов европейских рисунков и гравюр Средневековья – рыцари, сражающиеся с улитками. Откуда взялся этот сюжет и что он означает, доподлинно неизвестно. 152. Саннакчи – это корейское блюдо из, так сказать, живого осьминога, нарезанного перед подачей и сбрызнутого кунжутным маслом. Поскольку нервная деятельность в теле осьминога некоторое время еще сохраняется, части щупалец двигаются по тарелке. Присоски на них все еще активны и могут прилипать к рту и горлу, поэтому саннакчи едят с большой осторожностью. 153. Морских слизней вида Елисия хлоратика можно назвать животными листьями, так как они наполнены хлоропластами, производящими фотосинтез, и даже по форме напоминают зеленые листья. Слизни добывают хлоропласты из водорослей, которыми питаются. Это единственный на планете известный нам вид животных, производящих кислород, как растения. 154. У крабов всего 3 зуба, 1 средний и 2 боковых, представляющих собой выросты из кальция. Правда, расположены они в животе. Зубы являются частью желудочного аппарата и помогают измельчать пищу. Кроме того, крабы могут издавать звуки, похожие на рычание, при помощи этих зубов, если их побеспокоить. 155. Морская звезда способна раздвинуть створки мидии и съесть ее. 156. 2 вида морских слизней, Элисия марджинета и Элиссе этравиридис, сами обезглавливают себя, чтобы вырастить новое тело из отделенной головы. 157. У омара прозрачная кровь. Когда омаров варят, кровь под воздействием температуры окрашивается в синий цвет. 158. Самка осьминога Граноледоун бориопекефика высиживает яйца 53 месяца. 159. Время от времени осьминоги устраивают уборку в своем жилище, выталкивая мусор мощной струей воды. Кроме того, объедки они складывают снаружи в мусорную кучу. 160. У осьминога есть клюв, похожий на клюв попугая. Он используется для еды.
Это единственная твердая часть тела осьминога. 161. В 2016 году в Национальном аквариуме Новой Зеландии в прибрежном городе Нейпер после технического обслуживания работники забыли закрыть крышку аквариума, в котором находился осьминог по имени Инки. Инки протиснулся наружу, проскользил по полу, залез в сливную трубу, которая, к его счастью, вела прямо в океан, и обрел свободу. Он ушел, даже не оставив нам записки, шутили работники аквариума. 162. В XIX веке в Чесапикском заливе, США, было так много устриц, что они, складываясь друг на друга, как камни, занимали почти все место до поверхности воды, что создавало опасность для навигации. Тогда устриц стали собирать и за 100 лет собрали почти все. К 2011 году популяция сократилась на 99,7%. Это крупнейшее из задокументированных исчезновений морских видов в истории. 163. Иногда осьминоги бьют рыб. Исследователи не смогли определить причину, по которой это происходит, но обратили внимание, что чаще всего неожиданным ударом подвергаются те рыбы, которые охотятся вместе с осьминогами. Возможно, таким образом осьминог – существо с развитой нервной системой, способный к сложному взаимодействию с окружающим миром, просто вымещает злость за неудачную охоту. Рыбы после ударов на некоторое время теряют ориентацию в пространстве, но постепенно восстанавливаются. 164. Синекольчатые осьминоги настолько ядовиты, что яда одной особи хватит, чтобы убить 26 человек. При этом противоядия не существует. Яд оказывает нервно-паралитическое действие, и единственный способ выжить – вентиляция легких на протяжении нескольких часов, пока действие яда не пройдет. 165. Крошечные рачки-амфиподы – ребята наблюдательные. В какой-то момент своей эволюции они заметили, что хищники избегают стеклянных улиток вида антарктические птероподы, так как те ужасно ядовитые. Тогда рачки стали похищать улиток и таскать их с собой на манер рюкзака. Постепенно амфиподы сообразили, что если полностью покрыть себя птероподами, то к ним вообще никто не подберется. Рачки научились строить из улиток настоящую броню. Жаль только, что для похищенных птероподов такое сотрудничество совершенно невыгодно, не имея возможности добывать себе пищу. Они погибают, при этом рачки продолжают таскать на себе их тела. 166. Мин, прозвище моллюска, которому было 507 лет, когда его поймали в 2006 году. Он был самым старым среди отдельных, то есть неживущих колоний, животных, когда-либо обнаруженных на Земле. Мин мог бы прожить и дольше, но, к сожалению, биологи не знали, что имеют дело с уникальным долгожителем, и открыли его раковину для проведения исследований, что, разумеется, убило моллюска. 167. Осьминожьи конечности – удивительная вещь. Они похожи и на руки, и на ноги, но ни тем, ни другим на деле не являются. Еще их называют щупальцами, это определение ближе к истине, но все же не совсем полно отражает ее. Конечности осьминога покрыты присосками, имеющими уникальные сенсоры, которые пробуют все, к чему прикасаются. В этом смысле они больше похожи на языки, чем на руки. Представьте, какой объем вкусовой информации постоянно поступает в осьминожий мозг. С его обработкой было бы очень трудно справиться, но природа все учла. Каждое щупальце осьминога имеет собственный мини-мозг, богатый нейронами. И каждый из этих мозгов способен принимать решения самостоятельно. Теперь вы знаете, конечности осьминога намного более странные и куда более функциональные, чем наши с вами. Они очень сложно устроены и делают осьминогов такими удивительными и уникальными животными. 168. Пищевод гигантского кальмара проходит прямо через его мозг, имеющий форму бублика. 169. Омары, пролежавшие ночь при температуре минус 40 градусов, после оттаивания начали подавать признаки жизни.
обнаружили в одной компании, торгующей морепродуктами. Таким образом, выяснилось, что морозостойкость этих существ куда выше, чем считалось ранее. 170. У осьминогов прямоугольные зрачки. Испуганный осьминог белеет, разозленный краснеет. 171. Осьминоги дышат жабрами. Однако длительное нахождение вне воды не причиняет им серьезного вреда. 172. Осьминоги способны отбрасывать щупальце, ломая его самостоятельно в случае опасности, как ящерицы отбрасывают хвост. 173. Осьминоги способны воспринимать инфразвук. Обычные звуки они тоже слышат, несмотря на отсутствие ушей. 174. У осьминогов 3 сердца. Одно главное гонит голубую кровь по всему телу, а 2 других, жаберных, проталкивают кровь через жабры. 175. Устрицы еще живы в тот момент, когда их едят. Устриц необходимо хранить в особых условиях, строго следя за тем, чтобы они были живыми. Мертвыми устрицами можно отравиться, так как в них содержится множество опасных бактерий. 176. ДНК людей на 70% совпадает с ДНК слизняков. У нас есть общий предок со всеми животными на Земле, что делает часть наших генов идентичными, а всех живых существ – родственниками. 177. Устрицы меняют пол. Большинство двустворчатых моллюсков начинают жизнь самцами и первую половину жизни, как правило, проводят в качестве самцов, а в зрелом возрасте превращаются в самок и остаются ими до конца жизни. 178. Большинство видов осьминогов в природе живут не дольше 1-2 лет из-за особенностей процесса размножения. Самец часто бывает задушен и съеден самкой сразу после спаривания, а сама самка погибает после созревания и вылупления потомства. Осьминоги откладывают невероятное число яиц. Не сотни и даже не тысячи. Наши восьминогие друзья прямо-таки неописуемо плодовиты, что насчет 80 тысяч яиц за раз. Каждая из них, как описывают исследователи, похожа на блестящую слезу размером с рисовое зернышко. Яйца выходят из мамы осьминога группами по 8-20 штук и затем хранятся в гнезде до момента созревания. Самка тщательно следит за ними, промывает от грязи, защищает от хищников, вентилирует и переворачивает. Так как самка никогда не оставляет яйца без присмотра, питаться она не может. И к тому моменту, как осьминожки начинают появляться на свет, чаще всего погибает. 179. Пищеварительная система большинства животных работает таким образом, что в процессе переработки съеденного образуется метан. Газ естественным образом находит выход из организма через задний проход. Улитки тоже животные, но их пищеварение работает иначе, и они не производят метан. Чтобы выяснить, пукают ли улитки, ученые занимаются и таким. Исследователи поместили пару улиток в закрытую стеклянную емкость и в течение суток замеряли уровень метана в ней. Улитки не пукали, судя по тому, что уровень метана не повышался. Результаты этого странного исследования были опубликованы в журнале Scilola. Кроме этого, есть целая база данных с информацией о том, какие звери пукают, а какие нет. Вернемся к улиткам. Мало того, что их анальное отверстие находится рядом с дыхальцем, так еще и структура микробиоты и, как следствие, функционирование пищеварительной микробной экосистемы улиток заметно отличается от экосистемы позвоночных. Поэтому метан они производить не могут. Однако некоторые виды, например, водяные улитки и мидии, могут производить закись азота, веселящий газ, если они живут в загрязненной воде. 180. Кокосовые крабы, обитающие в Индо-Тихоокеанском регионе, бывают 3 цветов. Их детеныши белые, как и у многих других видов морских обитателей. Однако, когда краб подрастает, он становится либо красного, либо ярко-синего цвета, и никто из ученых не знает,
Что именно определяет его цвет? Тесты на сотнях крабов показали, что пол, местоположение, необходимость в маскировке, половые предпочтения или иная физическая причина на цвет краба не влияет. Синих и красных крабов примерно одинаковое количество, и между ними не наблюдается соперничества. Биологи все еще пытаются разгадать эту загадку. 181. Логика мышления в духе «если я не могу этого сделать, то и вы не сможете» в психологии называется менталитет краба. Потому что если краб пытается сбежать из ведра, другие крабы скидывают его обратно. 182. Мокрицы – не насекомые, а ракообразные, наравне с крабами, креветками, речными раками и бокоплавами они относятся к классу высших раков. 183. Мозг омара находится в его горле, нервная система, в брюшной полости, зубы, в желудке, а почки – в голове. Он слышит с помощью ног, а вкус пробует ступнями. 184. Обычные изоподы или, иначе, равноногие – это крошечные ракообразные, чей размер редко превышает 5 см в длину. Науке известно более 10 тысяч видов изопод, самые известные из которых – мокрицы. Но не все равноногие похожи на мокриц, у них бывают разные формы тела и, в целом, это довольно симпатичные животные, большинство из которых обитает в океане. А вот гигантские изоподы, также обитающие в океане, но на большой глубине, могут показаться отнюдь не такими милашками. Их тела намного превышают размерами обычных равноногих, а внешний вид навевает воспоминания о фильмах ужасов. Наверняка их создатели вдохновлялись гигантскими изоподами, выдумывая своих чудищ. Типичный представитель гигантских изопод, гигантский равноногий рак, родственник мокриц, весьма на них похожий, если не считать, что размером он примерно со щенка, его тело достигает 45 см в длину, а вес превышает 1,5 кг. Питается он падалью, но может и нападать на медленно двигающуюся добычу, такую как морские огурцы и губки. К счастью, большинство гигантских изопод обитает так глубоко, что могут попадаться в сети рыбаков разве что по случайности. Причем чем глубже океан, тем шире видовое разнообразие изопод и тем больше их размеры. Возможно, где-то есть и метровой длины мокрицы. Несмотря на то, что вид у гигантских изопод жутковатый и отталкивающий, есть в них тем не менее какое-то очарование. Как вам кажется? 185. Если самец краба-скрипача в драке теряет свою большую клешню, на ее месте вырастает новая, более слабая, но зато превосходящая утраченную по размерам. Это позволяет крабу запугивать противников, не доводя дело до драки, и при этом еще больше привлекать самок. 186. Мокрицы хоть и являются ракообразными, как раки или креветки, но их мясо имеет неприятный вкус. 187. Вид мраморной раки Procamberus virginilis открыли, случайно обнаружив его представителей на торговых прилавках Германии. На вопрос, откуда они взяли таких раков, торговцы дали совершенно запутанную и ненадежную информацию. 188. У лобстеров мочевой пузырь находится в голове. 189. В США в середине XIX века лобстер считался пищей бедняков. 190. Рисунок на панцире краба хайкигани напоминает лицо разъяренного самурая. Хотя хайкигани съедобны, японцы их не едят из уважения к павшим самураям. 191. Жившие 400 миллионов лет назад ракоскорпионы вида Джекалоптера сархенения были значительно больше человека. Длина их достигала 2,5 метров. Это одни из самых крупных известных членистоногих. 192. Креветка-арлекин питается исключительно морскими звездами, включая крупную и очень ядовитую морскую звезду – терновый венец. 193. Существуют маленькие крабы с роскошной волосатой грудью, в этом меху растут колонии микробов, которыми и питаются эти крабы. 194.
Крошечные ракообразные светятся в снегу российской Арктики, как звезды. 195. Эволюция как минимум 5 раз превращала разные виды в крабов. Это явление называется карцинизация. 196. Омары брызгают друг другу на морды из мочевыводящих путей, расположенных у них под глазами, так они разговаривают. 197. Камчатских крабов очень сложно разводить. Из-за высокого уровня каннибализма по отношению к молоди каждый краб должен содержаться отдельно, пока не достигнет взрослого возраста. Поэтому мы не можем выращивать крабов в промышленных масштабах, как, например, лососей. 198. Китайцы съедают более 90% всех раков, употребляемых в мире. 199. Пальмовые воры – это вид раков, обитающих на островах Индийского и Тихого океанов. Основу их рациона составляют фрукты и кокосы, которые раки находят под деревьями. Если пальмовому вору попадается нерасколотый кокос, с которым он не может справиться клешнями, то он забирается с этим кокосом на дерево и сбрасывает его вниз, чтобы расколоть. 200. В процессе эволюции десятиногие раки неоднократно становились крабами, а крабы – раками. На этом я бы хотел закончить это видео с 200 необычными фактами о морских животных, о которых нам не рассказывали в школе. Но и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать несколько бонусных фактов. Размышлять о бессмертии краба – испанская идиома, означающая примерно то же, что русская «витать в облаках». Например, учитель на уроке говорит ученику: прекрати размышлять о бессмертии краба и отвечай на вопрос. Крабы из рода Лайбия имеют странную привычку постоянно держать по морскому анимону в каждой клешне. Если краб выронит анимона, то разорвет другого на 2 половины, из которых в процессе регенерации образуется по целому анимону. Так один вид крабы обеспечивает другому виду, анимоны, возможность размножения, так как анимоны размножаются бесполым путем. Раки-богомолы – агрессивные одиночки, которые обитают в субтропических и тропических морях. Ноги членистоногих имеют острые выступы с зазубринами, которые легко раскалывают толстые панцири крабов. Крупный рак-богомол бьет настолько быстро и сильно, что пробивает стекло аквариума с 1-2 ударов. У креветок-богомолов самые сложно устроенные глаза, в них по 3 зрачка, что дает каждому глазу независимое восприятие глубины. Они используют 12-16 типов фоторецепторных клеток для определения цвета, у людей только 3 типа таких клеток, и способны видеть ультрафиолетовый, дальний красный и поляризованный свет. У раков-отшельников проблемы с недвижимостью, они постоянно перерастают собственные раковины. Поэтому, когда рак замечает вымытую на берег раковину какого-нибудь моллюска, он пытается ее примерить. Если раковина слишком большая, рак складывает клешни и спокойно ждет, пока более крупный рак-отшельник не заметит находку. Он делает это не просто так. Если крупный рак решит переехать, то наш герой сможет занять его освободившуюся раковину. Но тем временем и другие раки начинают собираться вокруг свободной раковины и примерять ее. Они встают в очередь по размеру, и когда, наконец, находится достаточно большой рак, происходит упорядоченный хаос, вследствие которого все раки получают новые дома. Вот такими у нас получились 200 необычных фактов о морских животных, о которых нам не рассказывали в школе. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителей в это непростое время.
Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.